Привет, я Ира. Добро пожаловать в Логово интроверта. И сегодня я расскажу про вот такие вот венгерские марки с парусниками. В общем, это была серия в 1988 году. И на первой марке парусник Санта-Мария. Корабль Христофора Колумба, на котором в 1492 году он отправился на поиски Индии. Но почему-то в результате дошел до Америки. Про этот корабль у меня есть отдельное видео. Там я рассказываю, что же это все-таки каравелла или карака и почему. И о том, какая же судьба ждала легендарный парусник Колумба. Ну, а на второй марке тоже очень интересный корабль, который тоже связан с Америкой и ее колонизацией. Это парусник Mayflower, майский цветок. На этом замечательном торговом галеоне в 1620 году англичане предприняли свою очередную попытку колонизировать Новый Свет, то есть основать свои колонии в Северной Америке. Это было довольно рискованно, и даже не только потому, что нужно было пересечь Атлантику и основать поселение в неизвестном месте, а если углубиться в историю, то до этого момента, до 1620 года, у Англии уже были попытки колонизации Северной Америки. Вот, например, в 1584 году на острове Ройнак были основаны первые колонии. Но спустя 3 года, когда очередные колонисты подошли к этому острову, то следов жизни там не обнаружили. Куда делись люди с этого острова? Ученые-историки пытаются понять до сих пор. Пилигримы же, которые в 1620 году отправились к Северной Америке, основали там колонию Плимут. И у нее судьба была более радостная, чем у предыдущей. Ну а сам парусник, сам майский цветок был разобран спустя 3 года после этого, в 1623 году, после смерти его капитана. Следующая марка. И на ней Several of the Sea. Вот такой вот кораблик. Корабль этот был самым дорогим для своего времени в английском флоте. Его спустили на воду в Копенгагене в 1637 году. И только на его отделку, на декор потратили более 6 тысяч. Он был выдержан в черно-золотых цветах, и все орнаменты, все его украшения были выполнены из чистого золота. Возможно, именно поэтому его противники называли золотым дьяволом или золотой смертью. Из новшеств того времени на корабле было 3 ряда пушечных батарей. Но поскольку 3-я была прямо над ватерлинией, то использовать ее можно было только в штиль. Интересно, что этот парусник для своего времени прослужил очень долго, целых 60 лет. И, возможно, служил бы и дальше, если бы не одна случайность. Кок после того, как закончил все свои дела вечером, уходя с своего рабочего места, потушил не все свечи. И одна из них ночью упала, и корабль очень быстро сгорел. Спасти парусник не удалось. На предпоследней марке из этой серии мы видим вот такой вот интересный парусник Юланд, который был спущен на воду в 1860 году и стал переходным в истории, потому что он попал в такой период, когда в Дании, да и не только в Дании, парусники вытеснялись сначала
паровыми кораблями, а потом и броненосцами. Так что вот на этом трехмачтовом корабле с виду обычном паруснике, помимо парусного вооружения, есть еще гребной винт и паровой котел. В бою этот корабль принимал участие только однажды. Тогда, кстати, Дания победила. Победила прусско-австрийские войска. Но война в результате Дании все-таки была проиграна. После этого сражения корабль решили больше не отправлять на военные действия и превратили в учебный. А потом и в казармы. В начале 20 века про него на какое-то время забыли, а уже в 1960-м решили из исторического корабля сделать музей. Но это оказалось не так просто сделать, как хотелось бы, и авторам этой идеи понадобилось почти 35 лет, чтобы ее воплотить. Музей на историческом датском корабле открылся в 1994 году. Кстати, он работает до сих пор. И мы можем увидеть этот красивый парусник вживую. Ну и последняя марка с самым большим номиналом и, наверное, самой важной, ну, по крайней мере, для Венгрии, потому что на ней вот такой вот маленький парусник, он очень важен для Венгрии, потому что именно на вот этом корабле Святой Юпит называется этот парусник. Именно вот на нем было совершено первое в истории Венгрии кругосветное путешествие. Стартовали моряки в сентябре 1985 года, а до этого 5 лет они готовили корабль и готовились сами к этому путешествию. Длилось оно почти 2 года, а точнее 717 дней. Они посетили 12 стран и целых 295 дней были в открытом океане. Пройдя 60 тысяч километров, они вернулись на родину в Венгрию. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. И до новых встреч в блоге Интроверта.